Всем привет! Сегодня я буду шить аксессуар, который не менее популярен, чем сумки, как среди женщин, так и среди мужчин. Что же это за аксессуар? Ну, конечно же, это головной убор. Для своей работы я выбрала модель кепи уточка, еще ее называют английская кепи, и, как правило, такие кепи шьются из шерсти. Но я буду экспериментировать со старыми джинсами. Итак, начнем. Я нашла в интернете выкройку кепи уточки, перерисовала ее себе, но я торопиться не буду, потому что мне очень важно, чтобы у меня кепка села безупречно. И по глубине посадки, и по обхвату головы. Я для начала сошью прототип, вот из такой ткани хлопчатобумажной, то есть выкрою все детали за исключением козырька и сошью, померяю, посмотрю, что получилось, чтобы мне вот эти вот детали можно было подкорректировать. При раскладке я учитываю направление долевой нити. На этой детали, к сожалению, направление не указано, поэтому я ее положу так. И когда я сошью кепку, прототип, я посмотрю, может быть, я ее как-то поверну. Здесь я скрепила булавками для того, чтобы у меня верхний слой по отношению к нижнему никуда не сместился. Не забываю я и о припусках. Вот прототип. И я еще раз убеждаюсь на своем опыте, что все выкройки бесплатные из интернета надо проверять. То есть, что я здесь вижу? Здесь вот какой-то угол. Вот этот шов здесь, который, совсем не нужен. То есть, сзади выглядит вот так. То есть, непонятно, что это. Сама кепка не глубокая. То есть, если я здесь еще и припуск, то есть 5 сантиметров, но мне не нравится. Я хочу, чтобы кепку можно было носить и козырьком вперед, и задней частью тоже вперед, да. То есть здесь у меня должно быть все идеально, то, что к лицу пойдет. Вот какие я сделала изменения в выкройке. Вот у меня была вот эта деталь и вот эта деталь. Вот они две. Здесь вот сгиб, да, вот. Оно вот так идет. То есть я сделала цельнокроено. Вот, наложу сверху, чтобы видно было. Я их соединила. Здесь чуть-чуть добавила, потому что, тоже спереди как-то куца получилось, совсем мало. И сзади вместо вот этого угла острого я сделала такое аккуратненькое закругление и продлила ее еще вниз, чтобы она, посадка была глубже. Деталь боковая вот эта вот боковая деталь, вот она. Она вот таким образом пришивалась, вот так вот. Я ее тоже изменила. Я ее сделала также подлиннее, то есть вот она будет повыше. И здесь я буду припосаживать чуть-чуть, потому что, голова у меня не квадратная, поэтому мне надо, чтобы у меня, какие-то округлости были по бокам. Козыречек я, совсем чуть-чуть, я его вот на полсантиметра буквально пошире сделала, потому что у меня задумка, чтобы у меня верхнюю часть козырька было видно. Кепку я буду шить из джинсовой ткани. Нашла у себя такую штанину широкую. Посмотрю, может быть, я где-то это или сверху, или в боковых деталях. Для подкладки я буду использовать тоненькую хлопчатобумажную ткань. По-моему, это даже ситец. И, по-моему, я его покупала в России. Он такой, полупрозрачный. Как раз то, что мне нужно. Я не хочу, чтобы у меня она была толстая. Я хочу ее, в принципе, носить вот лето, осень, весна, да, как аксессуар. А козырек, как я уже говорила, я хочу, чтобы у меня его верхнюю часть было видно. Поэтому нижнюю часть козырька я буду делать из джинсовой ткани. А верхнюю я нашла вот такой замечательный кусочек кожи у себя. Из него я буду делать верхнюю часть козырька. И я сделаю декоративный ремешок сзади. Думаю, что будет очень неплохо. Кроить я буду вот эти вот детали.
из джинсовой ткани и из подкладки, из подкладочной. А козырек будет у меня джинсовая ткань и кожа. Ну и ремешок тоже кожаный. Я крою подкладку, но я крою ее не прикладывая выкройку, да, а вот прикладывая уже готовые детали. Видите, я тут приколола, чтобы у меня ничего не сместилось. Детали я уже почти все выкроила, за исключением декоративного ремешка. Хочу отметить, что подкладку, вот эту, да, боковую деталь, я ее сделала цельнокроенную. Понятно, что из джинсов, ну, это не получится, потому что иначе, ну, какой ширины у нас должна быть штанина, чтобы выкроить эту деталь цельнокроенную. Ну, если только вы будете использовать курточку или еще что-то там, какое-то большое изделие. А может быть, у вас и есть джинсы такого размера. У меня нет. Сейчас я сделаю ремешок. Сяду за машинку и начну сборку. Еще один момент. Дублировать я детали эти не буду, потому что джинс у меня очень толстый, очень плотный. Я его резала в один слой. В два слоя у меня ножницы, ну, очень туго шли. Дублировать я буду только джинсовую, то есть нижнюю часть козырька. И буду дублировать очень плотным моим флизелином, чтобы он у меня форму держал. Но я не хочу туда что-то прокладывать, какой-то пластик. Я хочу, чтобы у меня кепка такая была, ну, и мягкая, и держала форму, ну, вот не деревянная. Сборку кепи я начну с самого простого, это с подкладки. Здесь по центру я уже сделала насечку. Ну, вы знаете, как я это делаю. Так складываю здесь ножницами, надрезаю, да. Здесь тоже я эти детали совмещу, сколю булавкой. Здесь по кругу тоже я подколю булавками. У меня будет вот таким образом. И шить я начну от центра к краю. И с этой стороны то же самое, от центра к краю. Одну сторону я уже булавками скрепила. В одном месте я хотела припосаживать, да, вот где у меня закругление на затылке. Здесь видно, что булавочками я здесь почаще сколола. И вот оно у меня тут вот волнами такими идет. Нижнюю деталь я буду чуть-чуть подтягивать, чтобы у меня не было никаких защипов, да, сверху не образовалось. Вот таким образом я буду шить. Так, сейчас я уберу булавочки, посмотрю, что тут у меня получилось. Так, вот. Ну, получилось очень аккуратненько, ровненько. Вот боковушечка. Хорошо здесь вот этот вот изгиб у меня получился. Выточку сзади я выполнила. Теперь я вот эти швы, да, два вот этих, ну, вернее, он один шов, я его заутюжу вот так вот на вот эту верхнюю деталь. Тогда мне вот здесь, вот где у меня закругление, не нужно будет никаких насечек делать. У меня шовчик ляжет ровненько вот здесь. И проложу строчку, чтобы этот шов у меня потом там внутри не гулял туда-сюда. Строчкой я закрепила не только этот шов, но и выточку. Вот видите, и все очень аккуратненько и ровненько и кругленько, все как раз как я хотела. Я уже приступила к сборке верхней части кепи. Для этого я вот эти две детали, я их уже стачала. А здесь я разутюжила припуски на швы и проложила две строчки с двух сторон, чтобы у меня тоже шов здесь, ну, припуски туда-сюда не болтались. Вот таким образом я закрепила. Здесь насечку по центру я уже сделала.
совмещаю эти две детали. То есть вот здесь вот шов, да, у меня где, и насечка. Но, как вы помните, я хотела делать здесь сзади ремешок. Я посмотрела на подкладке, где примерно я хочу делать ремешок. То есть вот у меня будет подгиб. И где-то 1,5 сантиметра от него вот так вот будет у меня ремешок. То есть я сейчас здесь, вот у меня, вот здесь вот, да, в эти швы он будет втачен. Я также вот сложу. Так вот у меня будет подгиб примерно. Так вот где-то 1,5 сантиметра. Но я примерно, тут мне 2-3 миллиметра, вот совсем никакой роли не играют. Вот, делаю также точно насечки. Вот. И я вот таким образом ремешочек вот сюда приложу. И буду стачивать эти детали уже вместе с ним. Я его еще не разрезала. Это уже я потом сделаю, когда буду делать пряжку. То есть вот таким образом я сейчас также все булавочками наколю. И он у меня вот так вот сюда пойдет. Так это выглядит. Вот ремешок я с двух сторон булавками прямо обколола, да, ну так сказать, чтобы он у меня туда-сюда никуда не пошел. Вот мой участок, где я буду припосаживать, я уже тоже здесь булавочками часто подколола. И до центра. Сначала я сделаю одну половинку от центра и к краю, затем вторую половинку. Я уже поменяла нить, поменяла иголку. У меня стояла 90 для подкладки. Здесь я поставила 100, потому что джинс очень толстый. Закрепку я здесь не ставлю, потому что я то же самое начну делать в ту сторону. Просто у меня пойдет внахлёст немножко строчка. Поэтому... Вот, все довольно-таки прилично получилось. Сейчас я посмотрю. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Никаких закусов, ничего. Все ровненько. Вот. Видите, как получается. Заднюю выточку я уже тоже выполнила. Как вы видите, ремешок я тоже уже разрезала. Сейчас я поменяю верхнюю нить и проложу здесь строчку по кругу. Я хочу, чтобы у меня строчка была такого же цвета. Прежде чем прокладывать строчку, вот здесь вот у нас спереди, ну у меня, да, идет такое закругление. И здесь у меня, ну, шов, вот эти вот припуски, они немного топорщатся. Я здесь сделаю сейчас насечки, чтобы у меня все ровненько легло. И еще один момент хочу показать. Вот здесь, если я буду все припуски, да, включая вот здесь вот у меня кожаный кусочек, застрачивать на центр, то когда у меня ремешочек будет вот в этом состоянии, у меня здесь вот получится вот такая вот, ну, волна, что ли. Мне это не нравится. Я сделаю так. Я здесь вот так вот разрежу джинс. Вот. То есть вот таким образом эти у меня вот так пойдут. А вот это одно место, оно пойдет на эту сторону. Ну, я сейчас тут булавочками подколю. И тогда здесь у меня ремешок очень ровненько вот ляжет без вот этой вот волны. Вот. Ну, я когда буду строчку прокладывать здесь, я его, конечно, вот так отогну и под ним. То есть спешить я не буду.
что получается в первом приближении. Уже похоже на какую-то кепи. Вот здесь вот припуск по центру. Я его разутюжила и приклеила на паутинку. С этими припусками я поступлю, наверное, так же. Сейчас я буду делать козырек, и я буду очень много работать с клеем. Для начала я вот этот припуск вот так загну и приклею. Когда он у меня подсохнет, я сверху приклею кожаную часть козырька. И потом уже буду прокладывать здесь сверху строчку. Для фиксации я буду использовать вот такие лягушки, их называют. Но мне надо дождаться, пока у меня высохнет клей, потому что если я буду прокладывать строчку сверху еще, вот прежде чем строчку прокладывать, то у меня будет, ну, иголка просто там застревать в этой липкой вязкой массе. Вот таким образом я зафиксирую. Ну, сейчас я еще вот так и вот так вот, чтобы у меня, ну, по кругу ровненько было, чтобы не было каких-то углов. Пока у меня сохнет козырек, я доделала ремешочек, дырочки пробила. Здесь я просто приклеила, сделала шлевку. Почему приклеила? Почему я не стала здесь захватывать стежками? Потому что, ну, ремешок декоративный, я его туда-сюда расстегивать не буду. То есть я вот его сейчас один раз застегну, и в таком виде он останется. Вот, шлевку я сзади просто прихватила нитками вручную. Так вот она у меня выворачивается. Кожа толстая, но очень-очень мягкая. То есть она вот какая-то такая болтучая кожа. Вот так и будет. И никто его расстегивать не будет. Вот так вот. Я считаю, очень даже получилось симпатично. Нижняя часть козырька у меня высохла. Я уже приклеила на нее кожаную часть. Вот так вот это выглядит. Тоже все закрепила здесь. И положила вот на такую коробочку, чтобы она у меня вот в таком изогнутом, да, ну не полукруглом даже, а вот изогнутом состоянии подсохла. Потому что если я бы сушила, ну, на ровной поверхности, видно, да, что кожа, она идет волнами. То есть, если бы было ровно, если бы я раскладывала ровно, она бы была прямая. И потом, когда я хотела бы придать ей вот такую форму, уже бы не получилось. То есть, вот так я оставлю сейчас подсыхать. Пока у меня сохнет козырек, я вложила сюда в кепи подкладку. Зафиксирую ее булавками и проложу по краю строчку с большим стежком, просто чтобы мне ее зафиксировать. Соединю здесь все швы, чтобы у меня все было ровненько, ничего не перекосило. Строчку я прокладываю буквально 4 миллиметра от края, ну примерно так на глаз, и длина стежка у меня 6 миллиметров. Вот, подкладка легла ровненько, все. Теперь я подтяну вот эту строчку, да, то, что я сделала, подтяну нижнюю нить немножко и припосажу, ну, чуть-чуть, буквально вот отсюда до сюда примерно, вот эту область, чтобы она у меня сзади была такая, ну, тоже немножко закругленная форма у нее была. Совсем чуть-чуть буквально, ну, вот немножко.
Козырек у меня подсох, теперь мне надо по краю проложить строчку и сделать это предельно аккуратно, потому что, ну, как вы знаете, кожу 2 раза не шьют, проколы все эти остаются, поэтому, ну, тут надо постараться. Я возьму, вот иглы у меня есть для кожи, номер 110, потому что сама кожа достаточно толстая, она где-то, ну, около 3 миллиметров у нее толщина, плюс вот эта джинсовая ткань с подгибом, да, тут у меня, я померила, если вот прижать, 4 миллиметра. Я возьму еще, лапка у меня есть для кожи тоже, вот она с такими роликами. Я шила с этой лапкой. Получается довольно неплохо. Ну, попробую. Так, вот смотрите. Строчка у меня получилась очень ровненькая, ни одного пропуска. Но я это не снимала, потому что я, когда это делала, я не дышала. Теперь мне нужно соединить козырек вот с кепи, да. Но поскольку тут не приметывать нельзя, не прокалывать нельзя, то я буду вот так вот буквально на глаз и поверх сразу же, потому что 2 раза мне здесь прошивать нельзя, я буду прокладывать косую бейку, так называемую обтачку. Вот у меня было какое-то джинсовое платьишко тоненькое, я из него заготовила вот косую бейку джинсовую, она лежала. И, наконец-таки, дождалась своего часа. Я примерно отмеряю вот здесь, вот, чтобы у меня где-то заканчивалась она. Разверну ее. И вот таким образом вместе все это. Тут толщина очень приличная получается, но я постараюсь. Вот таким образом сейчас. Снимать я, наверное, тоже не буду, потому что я буду делать очень медленно. Поправлять каждую детальку, чтобы у меня все было на вот с 1 раза, потому что на 2 раз, еще раз повторюсь, уже кожу шить не получится. Вот у меня остался участок, где мне нужно соединить косую бейку. Как я ее буду соединять? Ну, в общем-то, как и положено. То есть не прямо я ее вот так вот, да, буду стачивать, а наискосок. То есть она у меня выкроена под углом 45 градусов. То есть вот здесь у меня, ну, либо долевая, либо продольная нить проходит. Мне это уже сейчас не принципиально. Я вот так вот, ну, крест-накрест вот так вот сложу ее, да. Вот так вот здесь стачаю. Вот эти припуски я разутюжу на обе стороны. И, ну, до конца вот здесь вот обработаю косой бейкой. Строчку я уже проложила, как и хотела, от одного края козырька, вот так и до другого. Теперь я еще раз вот так заутюжу, чтобы у меня темный джинс, ну, немножко вот перегибался, да, то есть чтобы у меня не голубой был наружу, а чтобы темненький, чтобы у меня вот снаружи голубого не было видно. Этот сгиб я еще раз отутюжила, как и собиралась, с паром, как следует. Чтобы у меня обтачка это вот так вот не выворачивалась, я выверну кепи полностью наизнанку. И обтачку вот здесь, да, потайным швом пришью по всему кругу. Вот какая кепи у меня получилась. Я ее надела на манекен, чтобы мне удобно было одновременно и поворачивать, и говорить. Вот видите, ремешок очень замечательно перекликается с козырьком. То есть вот так вот это, если козырьком вперед носить. И вылет у козырька, ну, небольшой и не маленький. Я считаю, самое то. Такой вариант мне нравится больше. Но он какой-то озорной, такой непринужденный. Вот.
то, о чем я говорила, то, что вот эта задняя часть, которая к лицу идет, она должна быть выполнена безупречно. В общем-то, так и получилось. Надеюсь, что это видео вам понравилось. На этом я прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения. До свидания.